Ее внешность была далека от признанных канонов красоты, но количество поклонников было колоссальным. Ее мать второй раз вышла замуж за одного из самых богатых людей США, поэтому, получив блестящее образование и прожив год в Париже, Джеки вернулась на родину восхитительной, начитанной и острой на язык особой. Неудивительно, что претендентов на ее руку было довольно много. Но ее не манила спокойная семейная жизнь. В мужчинах ее всегда притягивала непредсказуемость и волевой характер. Джон Кеннеди по причине состояния своего здоровья был жаден до ощущений, брал от жизни все. Все были наслышаны о его многочисленных похождениях. Но после знакомства с ним на одном из столичных приемов она не могла думать ни о ком другом. Джон тоже рассмотрел в ней нечто, чего не видел ни в одной другой женщине. Он был заинтригован. Блестяще образованная девушка из богатейшей семьи. Родители Кеннеди о лучшей партии не могли и мечтать. Джон возобновляет свои похождения сразу же после медового месяца. Брак просто несовместим с его жизненными принципами. Даже после избрания на пост главы государства он не становится более осторожным. Но, как ни странно, их союз не распался. Каждый жил своей жизнью, но им по-прежнему было интересно друг с другом. Джеки, обладая непомерным чувством собственного достоинства, не считала нужным обращать внимание на супружескую неверность. Она остается для него женщиной-загадкой, даря ему ощущение, что его жена – настоящая первая леди страны. Лишь те злосчастные выстрелы в Далласе смогли разорвать эту странную связь. Джеки Кеннеди всегда славилась умением держать лицо. Так и в этот раз. Спрятав за маской достоинства свое горе и отчаяние, она несет свое тяжелое бремя, сделавшись кумиром для многих американцев. Роберт, младший брат Джона, был ей настоящей поддержкой в этот период. Благодаря ему Джеки смогла выбраться из глубочайшей депрессии и начать смотреть в будущее. Их связывали настолько близкие отношения, что многие стали приписывать им роман. В действительности же никаких доказательств этому не существует. Как бы то ни было, Роберт должен был вступить в президентскую гонку и занять место своего брата, поэтому клан Кеннеди решил, что его близкое общение с Жаклин не пойдет на пользу его репутации. Конец этих отношений стал для нее глубоким потрясением, но еще большим ударом стал выстрел в Роберта в отеле «Амбассадор». Теперь Джеки понимает, что ни она, ни ее дети не смогут спокойно жить в Америке, и она принимает предложение миллионера из Греции, который давно мечтал положить бывшую первую леди в свою копилку сокровищ. Ее не остановили ни пересуды, ни заголовки газет о том, что она якобы предала Джона и вышла замуж за банковский чек. Многие говорили, что собственный остров и множество другой недвижимости заглушили ее угрызения совести. Но вполне вероятно, что она вышла замуж не столько из-за денег, сколько из необходимости обеспечить безопасность своим детям, наследникам клана Кеннеди. Вдобавок, как писал приближенный к ее новому мужу человек, им было действительно хорошо вместе. Но это продлилось недолго. Уже через 3 месяца он улетел на поиски других свиданий, а у Джеки появилась новая любовь – проматывать состояние мужа. Вскоре ему это надоело, его раздражало это расточительство, но, к ее счастью, он не успел довести бракоразводный процесс до конца и скоропостижно скончался, позволив Жаклин таким образом отобрать у его дочери часть наследства. Некоторые считают, что многие годы она жила двойной жизнью, нося маску добродетели и безутешной вдовы на публике, храня под ней свои темные и меркантильные секреты. Но обоснованных подтверждений этому нет. А в том, что эта удивительная женщина с ее утонченным вкусом и чувством стиля стала кумиром миллионов людей, нет никаких сомнений. Ну а мне, как всегда, интересно, что вы думаете по этому поводу. Пишите свое мнение в комментариях под этим видео.